Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мари Арт. И сегодня мы с вами напишем лотосы. Холстик небольшой, 18 на 24. Краска, как обычно, масло. Хотела с вами поделиться такой хорошей новостью. Наш канал достиг нового уровня. Стала доступна кнопочка спонсорства. Кто желает добровольно поддержать канал, поблагодарить автора, то есть можете там нажать, и как бы там каждый месяц, да, как бы указана цена, но это можно сделать разово, то есть потом отключить спонсорство и все. Ну и мы начинаем. Разбавитель White Spirit без запаха. Кисточка такая вот синтетика. Она тоненькая и довольно-таки мягенькая. Вот я ей буду работать. Коричневой красочкой жиденькой я намечаю такие волнистые линии. Это вот где у нас будут переходы фона от темного, постепенно двигаться будем к светлому. Нижнюю часть я закрываю чистым индиго на большом количестве разбавителя, то есть слой у нас должен быть очень тонкий. И писать хорошо на растворителе, потому что он быстро выветривается, красочка становится, то есть по нему в дальнейшем очень хорошо работать. Я вот проводила опрос, да, смотрю, как бы мнения разделились, кто на растворителе пишет, кто на масле. На масле, конечно, вообще очень жирно писать, как-то я вот не любитель масла. То есть в основном я работала на тройнике, но когда попробовала разбавитель, то есть ну вот именно тикуриловский, да, растворитель, он без запаха, и то есть очень приятно работать. Дальше я вот индиго с коричневым, да, более такой посветлее добавляю. Кисть протираю, и стык вот этого темного и коричневого сухой кисточкой, тоже такими вот хаотичными разнообразными движениями сделала что-то типа мягкой растушевки. Далее добавляю посветлее коричневого, желтого. Видите, разбавитель аж течет, вот, то есть настолько тонкий слой. И если, то есть должно быть настолько тонко, что вот если обратите внимание, где-то моментами прям вот просвечивается холст. И видны вот эти мазочки. Вот так должно быть. То есть не замазывайте его идеально, не выглаживайте. То есть движение вот это в фоне должно присутствовать. Дальше вот я двигаюсь, да, светлее, уже коричневый с белилами, можно туда немножечко красниночки, то есть самую-самую малость берем, вот подпачкиваем слегка красненьким, да, охрочки также сюда же можно. И все вот эти вот соприкосновения цвета с цветом, да, вот эти переходы, сухой кисточкой протираем, соединяем, как бы, да. Вот я добавила в край больше коричневого. В углу желтый с красным, оранжевым таким вот цветом один угол, и второй угол оранжевым. И в этот оранжевый мы его слегка разбелим. И серединка у нас будет посветлее. Ну и соответственно, когда закрыли, да, все, кисть протерли насухо, и эти оттеночки так вот очень быстренько, живенько, то есть не особо выцеливаясь, там, не выглаживая, да, такой вот красивый фон сделали. Голубая ФЦ с желтеньким, взяли побольше желтенького и капельку голубой ФЦ. И в этот оттенок я добавляю индиго, коричневый, то есть должен получиться такой вот цвет хаки, но темный, довольно-таки темный. Этим цветом мы будем намечать наши листочки. Вот так, видите, выглаживаю кисточку. Намечаю обратной стороной кисточки там, где у нас будут цветы. Что касаемо цветов. Нашли средний, да, наш цветок, он самый большой будет. И обратите внимание, те, которые по бокам, вот справа-слева, не делайте их на одной линии. То есть один должен быть чуть-чуть выше, другой чуть-чуть ниже. То есть
все цветы обязательно должны быть на разных уровнях. Таким темным цветом, зеленым, я наметила такие волнистые стебелечки. С правой стороны у нас будет подразумеваться тень. Мы на стебельках прокладываем тонкую линию теневую чистым индиго. И вот этот темный зеленый наш добавляем белилки, чуть-чуть желтенького, если требуется. И вот самым краешком кисточки уже не полностью, то есть прерывисто наносим, потому что стебелек у нас изгибается, где-то он, получается, уходит в тень, где-то самые такие выгнутые части попадают на свет. То есть вот так вот по такое мерцание сделали вот этих бликов светлых. Как вот наносили мы, да, наши изначально, да, коричневой красочкой, где у нас переходы будут цвета, примерно такими же волнистыми линиями намечаем листочки. То есть не сидите, не кропите там над ними, не вырисовывайте. То есть живенько, быстренько, волнисто наметили этот листочек по центру. Он у нас получается как бы согнут такой лодочкой, мы его видим сбоку, да. То есть одну часть мы видим хорошо, и там за ним вот краешек такой. Там, где у нас листик изгибается и уходит туда, вот вовнутрь, в глубину, там будет темнота, там никаких этих прожилочек, ничего не делайте. А вот передняя часть, да, от нас, также дальняя, краешек мы слегка подсвечиваем. Опять беру этот темно-зеленый, это охра с голубой ФЦ. Вот здесь листочек будет на ножке. Тем же самым способом нанесли темно-зеленый, в теневой справа индиго и светлый блечок. Тоже вот наносим волнистой линией. Он примерно такой же, единственное, немножко мы его там поменьше сделаем, да, но суть примерно такая же, как и в предыдущем листочке. То есть мы его видим боком. Опять-таки край подсветили, и та часть листа, которая смотрит на нас, мы ее делаем посветлее. Для чего? Опять-таки для того, что у нас там видна вот эта теневая, да, где листочек изгибается и уходит туда вовнутрь. И если мы сделаем впереди какой-то темный лист, он у нас не будет читаться, он с этой теневой сольется просто-напросто. Поэтому мы его так вот края подсвечиваем, и он у нас становится виден. Здесь листочек, вот часть видна, он как бы... Ну, прямо мы его видим, то есть никаких там ни лодочкой, ни формы, ничего, да. Но все вот эти вот его прожилки, направления к центру. Вот здесь кусочек такой тоже кривоватенький какой-нибудь листочек. Не надо их делать идеально ровные, они могут быть какие-то не совсем, да, идеальной какой-то круглой формы. То есть вот разнообразно, живенько так вот делаем. И вот здесь листочек, он тоже изогнут, но слегка. Вот я наметила, видите, светленьким серединка. Вот к этой серединке все направления, мазочки мы направляем. Вот здесь вот сверху более такие они длинненькие, а вот здесь коротенькие снизу. Вот он изогнулся, но чуть-чуть совсем. Серединку оттеняем индиго. В обратном направлении вот от серединки к краям листочков. И светлым цветом кое-где покажем такие вот блечочки небольшие. Опять-таки внизу такие покороче, а вверху подлиннее. Где-то совсем прямо вот по краешку слегка-слегка касаюсь просто кисточкой, вот эти вот блечочки делаю. Вот здесь, видите, немножко коснулась. Индиго тоненько-тоненько наносим такие вот что-то типа прожилочек, полосочки по листочкам, добавляя им тем самым сложности, да, такой вот интересности. Они уже такие более живые получаются. Кому неудобно такой кисточкой, да, писать, можете взять какую-то либо маленькую тоненькую кисточку, либо лайнер, ну кому чем удобно, то есть не привязывайтесь именно к этой кисточке. Опять-таки сделала темно-зеленый цвет под наш не раскрывшийся бутончик.
сделала такие вот зеленушечку, да, светлым цветом немножко там блечочков поставили, красный фиолетово-розовый хинокридон на белилах, такой вот получается нежный персиковый оттеночек делаем. Этим цветом наносим бутон. Добавляем больше у основания потемнее хинокридончик с красным. Вот в отдельной, видите, сбоку этот же оттенок чуть-чуть высветлила. Поставила буквально там несколько касаний, что-то типа блечочков. Опять-таки, да, с правого края у нас бутончик потемнее, с левого вот эти светлые блечочки. Здесь у нас будет цветочек, что-то типа чашечки. Вот я опять-таки наношу таким вот светлым. Смотрите, что еще хотелось бы вот по поводу этих лепестков и фона, да, сказать. Если вы вот видите, я такой оттенок, да, замешиваю, но у вас же может быть и фон свой получиться, не такой точно, как у меня. То есть смотрите по своему фону и тем самым делайте цветочек какой-то вот светленький, чтобы он на фоне был виден, чтобы он сильно не сливался, да. Такими вот тычочками я красный с хинокридоном, да, вот поставила тычиночки, там чуть-чуть у нас будут видны, немножко беленьких, немножко желтеньких. И также лепесточки мы прорисовываем, чтобы они у нас не сливались друг с другом, да, то есть отделялись от предыдущих. Вот здесь, видите, сейчас сливается. Вот я взяла, добавила чуть-чуть хинокридона, чтобы вот тот дальний он светлее, а этот пускай, ну, немножко, на самую малость будет, к примеру, темнее, либо наоборот светлее, но чтобы он отделялся от того, который сзади. Тогда вот они будут видны, они будут читаться, они не будут сливаться. Это, в принципе, касается вот абсолютно любого цветочка, который там, ну, вот такие вот пушистые, да, не как ромашка, там вот вокруг серединки пошли лепесточки, да, а вот именно вот таких сложных более цветов. Вот здесь интересный листочек, он лодочкой выгнут. Я нанесла его, да, внизу вот хинокридончик. И светлым, беленьким вот так вот поставила внутри, свет у него там попадает. И граница в данном случае, когда у нас идет такой вот поворот, граница света и тени должна быть четкая. А здесь лепесток смотрит на нас. Вот зеленый подмешался, я протерла. Наношу сначала оттенок основной, да, потом темным прокладываю такую как лодочку. Это лепесток в тень ушел, да. И здесь вот тоже должна быть четкая граница между светом и тенью. Там уже наношу белилки. То есть понятно, да, он у нас пошел, прикрепился туда вот в основание, вглубь. И вот так вот изогнулся и чуть-чуть повернулся на нас. Добавляю, смотрю, чтобы у меня лепесточки, да, читались. Я добавляю где-то белилок, подсвечиваю их, где-то добавляю наоборот больше хинокридончика, чуть-чуть беру индиго, и кое-где вот можно таких вот акцентиков поставить индиго. Ну, я работаю этой же кисточкой, опять-таки повторюсь, если кому неудобно, либо толстые мазочки получаются, то есть, да, кто пока еще начинающий, не умеет контролировать пока нажим на кисточку, то есть можно взять тоненькую. Следующий вот цветочек наносим такие вот треугольненькие листочки, да, красный с хинокридончиком, краешки немножко вытемняем. Краски у меня на кисточке немного, то есть нет там какой-то, да, обратите внимание, кляксы, краски. То есть эта работа у нас не пастозная, то есть мы ее пишем так вот аккуратно. Впереди листочек, я его делаю потемнее.
вот сбоку. Но все они идут к стебельку, к основанию. А здесь вот так вот в сторону изогнулся лепесток. То есть можете пофантазировать, сделать свои цветы. Главное, смотрите, обращайте внимание на то, чтобы они не были прям вот как клон, да, один другому клон, одинаковые. Чтобы они были разнообразные, повернуты в разных направлениях. То есть за этим надо следить. Ну и также прорабатываю, добавляю, если, допустим, мне видится, что он темноват, я добавляю где-то белых бликов, где-то темных. Вот здесь пониже цветочек. Тоже наметила основным этим персиковым нежным цветом какие-то лепесточки дальние, которые. И сверху уже, которые вот ближе к нам, я прорисовываю, заходя на те, да, более уже так. Вот видите, у этого цветка лепестки где-то перекрывают стебелек. То есть помните, да, я всегда говорила про эффект заслонения, что это очень красиво смотрится и правильно, и естественно это. Потому что в природе не бывает такого, что все у нас прям отдельно друг от друга стоит и не заслоняет никто и ничего и никого. И еще один. Видите, он чуть-чуть ниже, чем левый, и повернут в другую сторону. Опять-таки красный с хинокридоном немножечко затемняю, чтобы получился такой вот краешек более темный, да, и постепенно цвет вписывался в предыдущий наш нежный бежевый. Я делаю такими вот резкими движениями, мазочками, как бы кисточкой мазочек ставлю, и поэтому получается более плавный переход из цвета в цвет. Индиго, вот опять я кое-где ставлю какие-то вот акцентики между лепесточками, но не перестарайтесь, вот если будете это делать, то есть очень аккуратно, без фанатизма, то есть их совсем немножко, и делать их, если будете, да, то в основном вот где основание, да, куда вот все лепесточки приходят, где-то там может быть вот эта темнота. Но, конечно, ни в коем случае не на освещенных таких вот местах. Зеленушечки добавляю около основания. У центрального цветка сделаю такие лепесточки даже побольше. Я вот не знаю, есть у них такие, да, лепесточки там. У нас есть лотосовый рай здесь в городе, но что-то я никак не попаду посмотреть. А уже, наверное, их и нет там. Вот поближе давайте посмотрим. Посмотрите, какие мазочки, насколько тоненько написан фон. Вот такие вот тычиночки там видны. То есть сильно пастозности такой нет. Некоторые мазки, да, вот блики видны. Вот фон, видите, кое-где через коричневый просвечивается холст, даже индиго там не совсем, не везде плотно лежит. То есть вот поближе, видите, вот это свечение холста, оно, конечно, всегда классно, выигрышно смотрится. Вот такие лотосы, друзья, получились. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Поддержите, пожалуйста, канал лайками. Пишите комментарии, если что непонятно. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока!